Давай наливай. Правда. Постараюсь никого не облить. Я уже налил на себя. На счастье. Шефу не нравится. На камеру, да. Это всё равно- Теперь банановый. Привет, друзья! И вы снова на канале Давай попробуем. Пожалуйста, подпишитесь прямо сейчас, нажмите колокольчик, оставьте ваши комментарии под этим видео. И сегодня мы с вами будем готовить очень вкусный хлеб. И снова у меня в гостях шеф-пекарь Виталий Малишевский. Привет, привет! И снова здравствуйте! Привет! И снова здравствуйте все, ребят! Сегодня мы выбрали, это больше десерт, да, название у него банановый хлеб, но это все равно... Теперь банановый. Но это больше кекс. Кекс. По своей сути, да. Значит, я по жизни кофеман, любитель кофе. И однажды апрельским утром 2020 года я сидел в беседке возле работы, пил кофе и что-то подумал, чего-то мне не хватает. Вот хочется чего-то вкусного именно кофе. Ну и думаю, а почему бы не сделать банановый хлеб? Вот так рождаются шедевры, Да. друзья. И после недолгих манипуляций получилось как раз-таки то изделие, которое мы готовим сегодня. Супер. Что нам потребуется для этого? Для этого нам потребуется, значит, у нас будет две фазы: жидкая и потом уже твердую будем выносить. Значит, в жидкую у нас пойдут масло подсолнечное, яйца, соль, сахар, и мы измельчим бананы. Вот. А дальше уже добавим муку и разрыхлитель. Все эти продукты мы взяли на 2 килограмма готовой продукции. То есть, ну, по сути, тут все зависит от формы, которую выберет человек, который, ну, печет. То есть, как правило, мы всегда заполняем 2/3 формы тестом, ну, остальное поднимается, чтобы уже была корка. Вот. Ну и смотрите всегда по форме. То есть 2/3 залили, остальное поднимется. Форма должна быть примерно вот такая, да? Ну, я, да, часто использую такие. Можно круглые? Можно круглый, любой, что душе угодно, что вам близко по духу, тем всегда и пользуйтесь. Так, нам еще будет нужен блендер. Да, блендер, потому что нам надо Чаша. будет заблендерить бананы. Нам нужен будет миксер Да, с венчиком. с венчиком. У нас венчик большой. В домашних условиях можно использовать обычный ручной венчик, то есть, ну, ничего. Бананы нужно будет порезать, да? Да. Расскажи, пожалуйста, про свою музыку и вообще, как давно ты пишешь стихи, песни, музыку? Очень интересно. Слушай, ну тут на самом деле эта тема, с одной стороны, для меня очень больная. Знаешь, я с детства хотел научиться играть на аккордеоне. Так, а что тебе мешало? Меня должна Тебе была подошло. моя тетя это завести в музыкальную школу. Так, а Я завела? сидел у бабушки на пороге, ждал ее. Прошел час, другой, третий, уже ночь начала наступать. Она так и не пришла и не завела меня в музыкалку. А тетя нас смотрит? Не знаю, я думаю, что да. Тетя, пожалуйста. Вот. И поэтому, ну, я выучился играть на гитаре просто на улице. То есть я самоучка, я сам играю на гитаре именно. А аккордеон? Аккордеон, к сожалению, так и не освоил я. У тебя все еще впереди. Да, жизнь штука такая длинная, можно успеть все сделать. Главное Вот. захотеть. Да, главное захотеть. Стихи я пишу, давно пишу. Вот. Вот сейчас как раз-таки решил на один из стихов написать песню. Ну, кстати, скоро выйдет клип. Да. Смотрите на моем канале. Горячих бьющихся сердец. А мне тебя на миг коснуться, сказав, любимая, я снова здесь. Вообще все смотрите на моем канале и подписывайтесь прямо сейчас. Да, обязательно ставьте лайк, оставляйте комментарии. Обязательно оставляйте комментарии, это очень важно. Мы сейчас зальем это маслом, чтобы оно, наверное, получше. Давай наливай. Я вот думаю, что лучше, яйцо или, наверное, все-таки масло. Можно и маслом, и яйцами, да? Надо просто, воды здесь нет в составе, но чтобы пробить бананы, надо, ну, в любом случае какая-то жидкость. Сейчас. Получится сейчас у нас это банановый майонез. А это можно прям так употреблять? Ну, если есть желание большое, то да.
Все отправляем туда. Сюда. Да. В дежу. В дежу. В дежу миксера. В дежу миксера отправляем Или еще можно сказать чаша. чашу. Можно же сделать ручной венчиком, да? Венчиком, да, можно венчиком. То есть Венчиком. тут главное не подбить, а главное хорошо перемешать до однородной массы. Не нашлось такого большого венчика ручного. Ну, к Поэтому- сожалению, да. Ну что, Это тогда я часть. вот так вот, да? Да. Да, Постараюсь да, никого да, не да, облить да. Никого. бананом. Да. Максимально надо. Максимально, вот у меня вот там лопатка есть в верхнем шкафчике. Так, ага. Для того, чтобы максимально, нужно использовать лопатку силиконовую. Максимально силиконовая лопатка. Вот учитесь, как это делает шеф-пекарь. Рукой попробуй, главное, да. Можно Я думаю, тут не надо быть шеф-пекарем, чтобы красиво зачистить. зачистить блендер. Да. Все, это мы отправляем в мойку. Значит, что мы добавляем к нашему банановому майонезу? Яички куриные. Да. Не, ну, если честно, можно страуса яйца тоже добавлять. Мы уже когда-то пробовали печь. Где же их взять-то? У страусов это брать. Вот. Ну, я надеюсь, нас смотрят люди У которых есть свои страусы. или хотя бы там, где водятся страусы. Так, значит, сахар. На всех языках. Да. Сахар обычный и сахар И ванильный. сахар ванильный. Туда да. же. Туда же. Соль. Соль. Сюда же. Постучи. На счастье. Все, сейчас берем это потом. Это потом. Да. Сейчас венчик. Пожалуйста. Да. И Я беру эту перемещаемся. Перемещаемся к миксеру. Да. Ну что, все? Так, только на медленную передачу, наверное, надо включить. Перемешались наши ингредиенты. Да. Жидкие. Жидкие. И теперь мы подготовим муку, то есть мы добавим в нее разрыхлитель и перемешаем, чтобы он равномерно распределился по всей. Муку просеивать нужно? Ну, желательно, потому что она насыщается как раз-таки кислородом. Мы избавляемся от комков, чтобы не... А вообще для хлеба просеивают? Да, на производствах стоят просеиватели, потому что там помимо того, что оно просеивает от, если попали какие-то физические там вещи, то есть там камешки, там, не дай бог, еще что-то. Вот. Также там стоит магнитный улавливатель, который металлы еще, ну, потому что все перевозится. Интересно. Да, все перевозится, поэтому... И теперь мы это отправляем к... Теперь мы, да, отправляем к нашим жидким компонентам. Хорошо. Вот. И домешиваем уже до однородной массы. И Тем же венчиком. да. И скоро увидимся уже на стадии разлива. Наша тесточка, оно готово, быстро перемешано, поэтому сейчас эту однородную массу мы разливаем По в форму. форму, которую предварительно смазываем сливочным маслом. Кто-то может застелить пергаментом, но мне нравится, когда смазано сливочным маслом, тогда более аккуратная форма. Могу кисточкой? Можешь кисточкой, да. А можно рукой, да? Да. А что с кисточкой не так? Ну, это долго. Вот. И Но затем и- украсим банан. Если вы не хотите мыть руку, можно кисточкой, да? Подсолнечное масло здесь не работает? Оно пригорает, да? Не ахти, да. Так. Пожалуйста. Шефу не нравится. Да, Ну давай рукой. да. Вот такой кусок. Да. Вот прям, да. Вот прям. Жирный жир, чтобы был. Ну, Жирный жир. Смазываем рукой. да, не отрывая от ботвы.
тебя лопатка где-то, да, под руками? Лопатка. Лопатка спряталась. Прощай, лопатка. Надо было в ту сторону наливать. Ну, к сожалению, я уже налил на себя. Главное, не через руку. Значит, ну вот, как я и говорил, На видно, 2/3. не видно, да, 2/3, да. И теперь нам его нужно украсить. Это мы разольем потом. Это мы разольем потом. Для этого мы берем В левую руку. в левую руку миньона. Ой, этого. Так как у них там было? Бананы. Вот. Очищаем от ботвы. Мастер-класс по очищению Да. банана. Да. Ну просто это на камеру, да. там. Я и банан. Вот. Кожура нам не пригодится. Кожура нам не пригодится. Черные попки тоже. У кого-то к ним страсть. И поперечным надрезом. Так, вот, пожалуйста, смотрите, Да. поперечным надрезом. Поперечным. Очень важно Да. сейчас. Аккуратненько Все прорезаем. внимание на разделочную доску. Да. Происходит магия. Господи, что делать? Он сломался. Он чуть-чуть сломался. Ничего страшного. Объясню почему. Потому что мы его кладем вот так вот И сердечком. и вот так. О, боже, это так прекрасно. Посмотрите. Нет, я не покажу. А тут заберут. Да. Ну, ладно. Все можно Он течет. пригрузить, да. Ну, потому что тесто жидкое. Все, и теперь мы отправляем на 170 градусов 40 минут. Без пара, без всего, на выпечку. Вверх-вниз. Без конвекции. Без конвекции, да. Без конвекции. Вообще кексам конвекция всегда мешает. То есть, если вы будете когда-нибудь печь кексы в формочках, вот кругленькие, маленькие, то им сдувают шапки всегда конвекции, когда идет воздух. Поэтому, Чтобы шапки не сдувало. чтобы их шапки не сдувало, да, кексом, то старайтесь печь их без Конвекцию не включайте. Да, да, да. Поэтому Ну что? плодовая печка для кондитерки всегда лучше. Давай, ты открываешь, а я засовываю. Окей. Отправляем наш прекрасный хлеб. Банановый. Та-дам! Да, и стараемся ставить его либо так, чтобы он равномерно пекся. Все? Не выпускай жар. И этот прекрасный банановый хлеб. Да. Мы Невероятный аромат. достаем пудру. Пудра. Пудра сахарная. Пудра сахарная, не то, что вы подумали. Оп. Невероятно. Сейчас. Стой, она- Ой, как красиво. Можно побольше, да? Да. Просто плавно. Уже можете заваривать кофе. Да, обязательно. Это невероятный десерт. Рецептик же ж мы оставим, да? Обязательно только для моих подписчиков рецепт бананового хлеба или кекса, Ну, кому как я больше его нравится. называю банановый хлеб, потому что изначально была задумка его постоянно печь в виде кирпича, то есть как хлебушек. Мгм. Поэтому, в принципе, я и назвал его банановый хлеб. Вот. Только Ну. для моих подписчиков рецепт ниже под видео. Да? Да. Да. Виталий поделится с нами. Его можно есть в горячем виде или лучше подождать, чтобы он остыл, он там Да, стабилизируется? подождать, чтобы остыл. Остынет, наберет всю, распределит равномерно всю вкус и ароматику и будет. И что еще? Прелестно. Мороженка? Нет? Ты знаешь, шарик мороженки был бы... Мороженки. Да. Мороженого. Мгм. Был бы. Правила русского языка с Ириной. Мороженого берем в шарик, достаем чашечку кофе. Да. И приступаем к дегустации. Поэтому, ребят, всем приятного аппетита. Да. А мы ждем, пока кекс остынет, и тоже его продегустируем. Да, да.
Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки. и оставайтесь с нами. Итак, мы с вами дегустируем банановый хлеб. Никогда такого не было, и вот опять. Вот. Банановый хлеб прекрасно подойдет к завтраку, либо как десерт. Прекрасно сочетается с кофе. Да, с тобой полностью согласен. Но на самом деле для кофе он и был сделан в первую очередь, как Ну, его дополнение. Мне Поэтому, уже не терпится попробовать. да, Давай предлагаю. попробуем. Вот так вот прям руками берем, да, как А хлеб. руками всегда вкуснее, между Руками прочим. вкуснее, я обожаю есть руками. Я тоже обожаю есть руками. Ваше здоровье. Извините. Он очень классный по текстуре, в меру сладкий. Там совсем мало сахара, да? Банан дает сладкий вкус, сладость. Да, Да? основная сладость дается бананом. Поэтому для его производства всегда выбирается банан Спелые бананы. перезрелый, то есть уже который такой, когда он темнеть начинает, уже прям, Выбирайте спелые бананы. да, чтобы они были максимально сладкими. Идеальный кекс, я считаю. Также можно его есть с шариком ванильного мороженого. Да, ну вообще мороженка его дополняет прям Идеально. Идеально, да. Поэтому- Подогреть? Да. Тогда подогреть нужно кекс. Да. Как раз все эфирные масла вернутся на родину. И будет идеально. Очень вкусно, вы только попробуйте. Вместе с нами.